Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у меня для вас сюрприз. Это сезонный хлеб ржано-пшеничный с черной смородиной. Никогда не упускайте возможности испечь сезонный хлеб с ягодами или овощами или фруктами, которые у вас есть сейчас в доступе. Мы уже с вами делали тыквенный, делали свекольный хлеб, делали с морковью. И вот, наконец, с черной смородиной, ржано-пшеничный. Вдохновение мне придала моя подписчица давняя Екатерина Орел из города Санкт-Петербург. Она выложила в мой телеграм-канал свой хлеб с черной смородиной. Я не стала повторять Катин рецепт, я сделала свой. Я уверена, что он вам понравится. А чтобы узнать больше о выпечке домашнего хлеба, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Там мы общаемся, делимся секретами. И давайте приступать к рецепту. Хлеб этот будем делать заварным, поэтому начинаем с заварки. Как обычно, заварку я делаю накануне, с вечера. В заварку я также использую специи. Возьму корицу, это настоящая корица, не кассия, молотый кардамон и 4 бутончика гвоздички. Гвоздику сейчас нужно размолоть в ступке. Для заварки буду использовать ржаную обдирную муку 100 граммов. К муке добавляю специи, ту самую гвоздику. Про заварки я рассказывала отдельно. Оставлю ссылку в описании. Посмотрите. Примерно пол чайной ложки корицы. В граммах это 2 грамма. Кардамона совсем чуть-чуть, потому что у него очень яркий вкус. Вот так буквально на кончике ложки. Перемешиваем. Кипит уже вода. Сейчас буду заваривать. Наливаем кипяток 400 граммов. Берем датский венчик и активно перемешиваем. Энергично, быстро перемешиваем. Что такое датский венчик? Я рассказывала в инструментах пекаря. Также оставлю ссылку в описании. Посмотрите. Очень ароматно. Уже сразу специи начинают пахнуть. Размешиваем так, чтобы не было комков. Вот комок муки. Убираем его. Можно перемешать миксером, если вам так удобнее. Когда размешали заварку, быстро перекладываем ее в термос. Плотно закрываем термос и оставляем его от 2 часов до 10-12. Можно на всю ночь оставить. Сейчас у меня 6 часов вечера. Оставляю до завтрашнего дня. Утром буду замешивать тесто. Утром приступаем к замесу опары на наш черно-смородиновый хлеб. Здесь у меня черная смородина. Она у меня была в вакууме, в морозилке. Поэтому вот она такая, как будто слегка помятая. Созревшая ржаная закваска. Понадобится сейчас ржаная мука. И, конечно, наша заварка. По внешнему виду с заваркой отлично все. Заварка стала жиже. Я ее специально не осахаривала. Она слегка сладенькая. То есть она чуть-чуть сама осахарилась. Ягода у нас кисловатая. Я буду добавлять подсластитель. Вы можете использовать мед, либо патоку. Я буду использовать финиковый мед. Если у вас такого нет, то, конечно, берите обычный цветочный мед. Берем закваску. У меня густая. Количество жидкой закваски 100% влажности я укажу в описании рецепта. Открывайте. Густой закваски понадобится 200 граммов. Выкладываем сюда всю заварку. Лучше сразу промешать заварку с закваской до однородности. Для этого можно использовать венчик, либо датский венчик, либо вилку. Ягода кисловатая, поэтому подсластитель обязательно. 60 граммов финикового меда. И выкладываем сюда смородину. Смородины 200 граммов. Снова перемешиваем. Уже красиво. Мне хочется побольше смородины. И вот сейчас смотрю, как она выглядит в тесте. И хочется больше ее добавить. Еще добавила 100 граммов смородины. Итого 300 граммов смородины. Посмотрим, не перебор ли это будет. Посмотрим. И раз я добавила больше смородины, я увеличу количество финикового меда еще 30 граммов. Рецепт пошел не по плану, придумывается на ходу. Добавляю ржаную обдирную муку 150 граммов и снова промешиваем. Перемешала опару, собрала ее. И теперь нужно оставить ее бродить на 2,5-3 часа. В зависимости от того, какая у вас температура. Если у вас 28-32, то примерно 2,5 часа. Если у вас попрохладнее, то 3-3,5 часа может быть. Наблюдайте за подъемом. Как только вы увидите дырочки на поверхности, можно замешивать тесто. Прошло 3 часа брожения опары. Она у меня уже очень активно поднялась. Смотрим.
Видите, какая пористость внутри, потрясающая. Добавляю муку пшеничную второго сорта 250 граммов и соль 10 граммов. И дальше нужно перемешать и одновременно смотрим на густоту. У нас много было воды в заварке. Также был финиковый мед, который тоже добавляет влажности. Поэтому, возможно, и не потребуется дополнительная вода, но смотреть нужно по густоте получившегося теста. Перемешиваем. Ягоды, конечно, у меня давятся при перемешивании, но ничего страшного. Ну, смотрите, вот такая густота. Точно я не буду добавлять никакой воды. Можно даже муки добавить, но я не хочу. Я перемешала тесто. Сейчас хочу его оставить постоять минут 10, чтобы пшеничная мука впитала воду, и перемешаю его еще раз. Через 15 минут еще раз мокрой рукой перемешиваю тесто. Да, хорошо, что я не добавила ни муки, ни воды. Мне нравится густота этого теста. После того, как промесила, округляю тесто мокрой рукой, собираю его в центр. Дальше накрываем крышкой и оставляем бродить в тепле в течение 1 часа. Тесто пробродило у меня час. Сейчас будем формовать. Подготовим корзину для расстойки. В корзину нужно щедро насыпать ржаной муки, чтобы у нас не прилипло тесто. Дальше берем какую-то широкую миску, также насыпаем ржаной муки, она нам сейчас пригодится при формовке. Само тесто присыпаем мукой, на стол припыляем муки, формовка у нас будет на муке. Выкладываем тесто, аккуратно собираем его в шар, обваливаем шар в муке, подформовываем шар и укладываем его на расстойку. Расстойка займет 45-60 минут при температуре 26-28 градусов. Обязательно накройте каким-нибудь пакетом, полиэтиленом. Я накрываю бахилами, и нужно, чтобы было место сверху для роста нашей тестозаготовки. За 45 минут расстойки хлеб у меня поднялся очень сильно. Сразу расскажу о режиме выпечки, потому что в процессе будет неудобно. Буду выпекать 15 минут с подачи пара на температуре 250 градусов. Затем уменьшу температуру и буду допекать еще 30 минут на температуре 200 градусов. Режим как у пшеничного хлеба. Это пшенично-ржаной хлеб. Здесь и пшеничной, и ржаной муки практически поровну, поэтому выбираю такой режим выпечки. Аккуратненько надо сейчас его выложить. Оп, ничего не прилипло, отлично. Все, отправляю выпекаться. Хлеб у меня испекся, я добавила ему еще 5 минут выпечки. У меня возникли подозрения, что он мог не пропечься. И я замерила температуру мякиша, оказалось действительно, поэтому добавила еще 5 минут. До температуры мякиша 98 градусов. Смотрите, какой красавец невероятный. Какая шикарная у него поверхность. Я очень довольна, очень красивый, пахнет очень вкусно. Но напоминаю, что резать его сразу нельзя, нужно дождаться, когда он полностью остынет, а лучше, когда стабилизируется мякиш, то есть до следующего дня мы его не трогаем. Завтра можно будет разрезать. Хлеб у меня полностью остыл, и сейчас мы его разрежем. Я прям в нетерпении и ожидании. Уже красиво, я уже все вижу. Очень красиво и очень ароматно. Много смородины. Создает впечатление такого влажного мякиша. Сейчас будем пробовать. Кстати, у Катерины, которая подала идею этого хлеба, тоже было ощущение по фотографии, как будто мякиш влажный. Хотя, смотрите, нож абсолютно сухой, не липкий, вот только ягоды размазались. То есть нож к мякишу не прилипает. Криво отрезала я, как всегда, но неважно. Будем пробовать. Нет, мякиш хороший, слегка влажноватый, но это скорее за счет ягод. Очень необычный вкус. Специи чувствуются. Очень яркая смородина, кисловатая. Но на фоне ржаного теста, ржаного хлеба этот вкус очень гармоничный. И важно, что ни смородина, ни ржаной вкус здесь как бы не преобладают. И то, и другое, на мой взгляд, получилось гармонично. В общем, мне нравится. Необычный вкусный хлеб. Все, я пошла ставить чайник. По моим ощущениям, здесь вообще не надо никакого ни масла, ничего. Этот хлеб можно есть вместо пирожных. На этом завершаемся. Извините, я дожевываю.
Оставляйте вопросы и комментарии. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. У меня много классных рецептов. Я подробно и понятно объясняю. Будем с вами печь. Испечем еще много всего интересного. А также зовите своих друзей. Пускай домашних пекарей становится больше.